Ничего уже не болело, ничего кроме ее души. Александра не понимала, где сейчас находилась и что на самом деле случилось с ней. Женщина осматривалась по сторонам, но впереди, сверху, снизу и позади ее тела ничего не было, почти ничего. Вокруг нее клубился плотный, серый туман. «Добро пожаловать в бесконечность», — сказал тихий, вкрадчивый голос. И Александра вспомнила, она вспомнила все. Как ее автомобиль стал непослушен, как вылетел на обочину, как его переворачивало на лету, и этот последний мощный удар, который прекратил и полностью оборвал ее жизнь. «Но я не могу», — закричала она. «У меня дома муж и сын, у меня очень болеет мама. Я им нужна. Помоги мне вернуться. Я отдам тебе все, что захочешь». Интересное предложение. Саша почти физически ощутила чужую, невидимую ухмылку. «Я тебе помогу. Но знаешь, я почти на 100% уверен, что ты даже сама не сможешь себе помочь. А расплата за это будет ужасной. Уж поверь мне, я знаю, каким жестоким бывает ад. Умоляю тебя, кто бы ты ни был, помоги. Хорошо, мне это интересно самому. Я разделю твою душу на 4 равные части. 3 части останутся у тебя, а 4-ю я оставлю себе в залог. Я отдаю тебе ровно час. Но что-то мне подсказывает, что ты сама себя плохо знаешь». Александра вышла во двор, она торопилась, нужно было успеть до вечерних дорожных пробок. Сын гостил у свекрови на даче, и сегодня надо было его забрать. Возле машины сидела взъерошенная, неприятная птица. Ворона держала сломанное крыло на весу, а потом торопливо, с большим трудом, запрыгала Александре навстречу. «Вы на машине?» — подбежала к Саше взволнованная соседка. «Подвезите нас с Вороной до клиники, я заплачу. Погибнет ведь». Но Александра очень спешила. «Вызывайте такси», — отвечала она. «Мне сейчас не до раненых птиц». Ворона отчаянно заглядывала в ее глаза, бросалась под ноги, не давала пройти. Что-то пыталась кричать, хрипло каркала, но этим только добавила раздражения. Грубо отодвинув птицу ногой, Саша села в автомобиль, завела мотор и стремительно сорвалась с места. А позади нее растерянно озиралась соседка. Ворона исчезла, словно растворилась у нее на глазах. На самой дальней заправке Александра залила бензин и уже хотела садиться в машину, как ей преградила путь бездомная и худая собака. Виновато виляя хвостом, она умоляюще заглядывала в глаза и пыталась позвать за собой. «Пошла вон!» — топнула ногой Александра. Но собака не испугалась, она не давала пройти. Унижаясь, прижала уши, припала к земле, почти подползла к Саше, аккуратно, зубами взялась за штанину и потянула женщину за собой. В нос ударил аромат мокрой и грязной псины, за собачьим ухом Саша разглядела блоху. «Отвали!» — брезгливо взвизгнула Александра. И удар ногой отбросил собаку в сторону. Потирая внезапно заболевший бок, женщина закрылась в автомобиле и, забыв про несчастного пса, тут же унеслась прочь. Не снижая скорости, на ходу протерла руки антибактериальной салфеткой. Фу, еще не хватало какой-нибудь гадости нацеплять. То собака, то птица, сплошная зараза. По трассе уже мчался народ, все спешили кто куда, кто откуда. Александра расслабилась и прибавила газ. Только окончательно расслабиться не получилось. В центре трассы метался котенок. Маленький, пыльный, белый комочек, он был заметен издалека. Александра словно видела его умоляющие глаза, они просто кричали. Кричали, робко просили, умоляли его спасти. Саша потрясла головой и поняла, что ей показалось. Она не могла видеть кошачьих глаз. Пронеслась на скорости мимо котенка и посмотрела в зеркало заднего вида.
Котенок привстал, сел на задние лапки и умоляющим жестом сложил передние на груди. Погибнет ведь, дурачок. И чего его понесло за город на оживленную трассу? Внутри что-то ёкнуло и робко попросило ее вернуться назад, забрать малыша хотя бы за тем, чтобы просто вынести за обочину. Но нет, времени совсем нет. Саша посмотрела на часы. 58 минут назад она вышла из дома. Какой тут котенок? Ей самой-то совсем некогда жить. Но в последний раз все-таки оглянулась. Котенок мчался за ней маленький, жалкий. Он отчаянно пытался догнать машину. Но куда ему сравниться по скорости с ней? Выбросив из головы мысли об этом котенке, Саша сосредоточилась на своем дальнейшем пути. У нее есть свои дела, и совсем нет времени на этих животных. А о птицах, собаках и мелких котятах пусть позаботится кто-то другой, а ее эти блохастые пусть оставит в покое. Через 2 минуты автомобиль занесло. И, проваливаясь в плотный серый туман, Александра услышала мерзкое, радостное хихиканье, а потом этот же голос сказал: «И почему вы, люди, всегда вините во всем меня? Разве я сейчас в чем-то был виноват? Я даже попытался помочь, дал тебе целых 3 прекраснейших шанса просто немного задержаться в пути. Что тебе стоило отвезти птицу в клинику, пойти за собакой, ведь она тебя так звала? Остановиться, притормозить на минуточку, взять котенка с собой». Голос вновь засмеялся, но уже был не весел. В нем появилась горечь, а ведь это ты сама себя пыталась остановить. В образе птицы, собаки, котенка 3 частички твоей души. Ты помнишь? Александра кивнула. Да, она вспомнила. Как просила себя сама, как умоляла, как пыталась хоть на минуту остановить, задержать. Но нет, она слишком торопилась жить и не желала впускать в эту жизнь никого другого. Только эти другие не пытались проникнуть в ее драгоценную жизнь, они хотели Сашу спасти, хоть это со стороны и выглядело как-то иначе. А голос продолжил: «Ты не думай, такая ты не одна. Многие просили дать еще 1 шанс, а я всегда давал 3, только это не помогало. За сотни лет лишь несколько человек не вернулись в мой ад, и знаешь, я только счастлив, когда люди продолжают жить, а их судьба начинает меняться. И 4-ю часть души я отдаю им обратно, без всякого сожаления». Александра сделала попытку попросить еще раз, но из тумана к ней протянулись мохнатые, страшные, когтистые лапы. «Фи! Ас!» Каждый раз, проходя мимо того, кому нужна помощь, задумайтесь. Может быть, эта частичка вашей же души пытается вас остановить, предостеречь и уберечь от самого страшного. Ведь она уже знает, что вас ждет впереди.